Друзья, всем привет! Хочу записать все с первого дубля, потому что если снова поднимется ветер, как обычно, звука хорошего не получится. A few moments later. Дело в том, что я стал чувствовать, что за последнее время, за последние года я превратился в какого-то безвольного валенка. What? Я подсмотрел одно видео на ютубе, где советуют комплекс одних упражнений для борцов, для развития выносливости. Комплекс упражнений не выглядит страшным. Это 10 отжиманий, 10 прыжков, 10 подтягиваний. И вот таких нужно сделать 10 кругов. Попробую поделать 1 месяц и посмотрю, что из этого получится. Вот сегодня у меня первый день, будем стараться. Moments later. Ну что ж, я вот сделал 5 кругов. Как я сказал, упражнения выглядят в принципе простыми, но я все равно устал. Я просто не подготовлен. В Новой Зеландии, конечно, беда с турниками, вообще с площадками для уличного воркаута. Я вот нашел для себя отличное место, детская площадка в парке Виктории, там, где я играю в баскетбол. Сейчас покажу, что здесь есть. Вот здесь вот я отжимаюсь. Трава здесь высохла. Смотрите, там все зеленое. Ну, нормально. Для прыжков можно использовать вот эти вот сиденья, а именно прыгать можно вот на бетонное основание, чтобы не портить. Но я прыгаю вот сюда, здесь будет повыше, потяжелее прыгать. Вместо турников я использую вот эту вот перекладину. Она для детей, но в принципе мне тоже подходит. More moments later. Ну что ж, 10 кругов я все-таки закончил. Самое легкое это было отжимание. Отжаться 100 раз. Еще с таким большим перерывом между подходами. Это довольно легко. Прыжки дались с трудом из-за дыхалки. С точки зрения мышц, все-таки самое тяжелое было подтягивание. Так не хотелось, так было лень. Не хотелось уставать. Я все-таки это сделал. Много ушло времени, к сожалению, я не засек. Оф, наконец-то пришел на нормальную травку. Можно полежать. Сейчас покачаю немножко пресс, разомну колени и пойду поиграю в баскетбол. Потом можно уже идти домой. У нас наступила осень, но сегодня погода просто шикарная. Я вышел из дома примерно в 4 часа дня и направился я в парк на тренировку. Мне просто захотелось прогуляться. Я вот уже 2 часа как гуляю, и вот только сейчас дошел до места своей тренировки. Я вообще только что с Бургер Кинга. Честно говоря, и тренироваться-то не хочется. Объелся. Здесь пока вся площадка занята, детей много. И я, наверное, еще часик подожду, когда все люди разойдутся. Может быть, схожу, пока поиграю там в баскетбол. Ну, что я могу сказать? 30 дней я, конечно, потренировался. Правда,
30 дней подряд у меня не получилось. У меня была небольшая такая короткая поездка в Кейп-Приангу. И там у меня просто 3 дня тренировок выпали. Обычно я тренируюсь вечером, когда площадка бывает свободной. Я в своей тренировке добавил еще упражнения на пресс. Теперь у меня в одном круге 4 упражнения. Все так же сложно даются мне прыжки в плане выносливости и подтягивания в плане силы. Когда я добавил упражнения на пресс, я засек время, и в тот день все мои упражнения, все эти 10 кругов заняли примерно около 2 часов. Но это очень долго, но я не подготовлен, поэтому я старался, но, к сожалению, быстрее не получалось. Я сперва улучшил свое время где-то на полчаса, а потом еще на 15 минут, и сейчас как бы в таком щадящем режиме я могу закончить за час 10, час 15 все упражнения, но где-то последние дня 4, наверное, или 5 я укладываюсь в 1 час, и меня это радует. Все равно устаю. В интернете видел ребят, которые делают такие же упражнения. Но у них, правда, нет упражнений на пресс, и прыжки они делают на небольшую тумбу. У меня как бы раза в 1,5, я думаю, выше. И плюс я еще усложняю эти упражнения немного для себя. Но они справляются где-то, наверное, за минут 20, может быть, за полчаса. Кто-то говорил и про 15 минут, так что мне есть куда стремиться. Я хочу закрепить свой результат и укладываться в этот час. И когда погода уже испортится, когда начнутся дожди. Правда, я 1 раз уже тренировался под дождем. Это не очень приятно. Остываешь, мерзнешь, еще и если и ветер. Все-таки боюсь получить травму, надорваться. Поэтому пока погода хорошая, тренируюсь на улице. Но когда погода испортится, наверное, будет лучше, если я перемещусь в спортзал. Конечно, я чувствую, что я стал сильнее, я стал выносливее, но все равно я еще далеко от того, чего бы я хотел. И бонусом ко всему этому идет еще и мое жиросжигание. Правда, я худею незаметно, как ниндзя. Все равно я чувствую себя лучше, и я вообще не жалею, что начал этим заниматься. Поэтому всем советую, спорт это клево. Нужно как-то перестроить свой график и тренироваться утром, а вечером я хочу добавить бег. Пока у меня этого не получается, но это все от меня зависит, честно говоря, но я все время отвлекаюсь на что-то другое. Бег я, конечно, включаю где-то 2-2,5 километра перед тренировкой. Я не люблю бегать, но хотелось бы бегать в день, хотя бы, наверное, по 5 километров, иногда, может, и 10. Посмотрим. Думаю, что все возможно. Надо просто собраться. Так что продолжаем тренироваться и будем становиться лучше. Пока записывал это видео, площадка освободилась, поэтому я побежал. Еще и в баскет успею погонять. 1 hour later. Я только что закончил тренировку. Как видите, я не лежу на траве, как в прошлый раз. Сперва я сделал рекорд 56 минут. И это было дней 5 назад. Вчера я сделал за 55 минут. И думал, уж точно все. А сегодня закончил за 45. Не знаю, из-за чего так получилось. Может быть, из-за того, что я сегодня перед тренировкой не бегал. А может быть, из-за того, что где-то за полчаса до тренировки я заглянул в Бургер Кинг. Не знаю, что повлияло. Я доволен результатом. Обычно,
когда я устаю, я во время прыжков разбиваю себе голень. Я вот уже 6 раз уже разбил себе голень. Это примерно раз в 5 дней. Но сегодня я ни разу не споткнулся и допрыгнул, все. Мне еще рано домой, поэтому я еще схожу, все-таки поиграю в баскетбол. Вот теперь точно пока.